Всем доброго времени суток! На канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваши комментарии. На канале есть функция спонсорства. Вы можете нажать на эту кнопочку на главной странице канала и выразить благодарность автору канала, то есть мне. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы вот буквально недавно начали работать, именно с такой палитрой и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я, потому что все узорчики универсальные, вяжите из любой пряжи. Но я в свою очередь остановлюсь на данных ниточках. Новички, кто еще с такими ниточками не работал, смотрите. Называются они Alize, Angora, Gold. Такие вот интересного такого секционного окрашивания. Смотрите, в моточке в 100 граммах находится 550 метров. Идем дальше. По составу это, смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от 2 до 4. Ну и сразу же назову вам цвет. Смотрите, как правильно называется. Angora Gold Batik. Цвет 6297. Здесь есть, так скажем, оттенки розового, оттенки бежевого, коричневого, даже чуть-чуть серенький. На камеру передается, как есть на самом деле. Итак, я беру крючок номер 3. Так, данную пряжу вязала крючком номер 3. У меня все получилось. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже. Что вам советует производитель по поводу крючка. Подбираете согласно вашей плотности вязания крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте наберем 3 раппорта, это получается 36 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я набираю 37 воздушных петелек, а вы набираете сколько вам будет удобно. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее делаем вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Итак, мы идем по каждой петельке нашей цепочки, провязываем столбики с накидом. Особенно новички, сделайте таким образом, потому что дальше по узорчику вам будет намного так удобнее вязать, потому что новички чаще всего в воздушных петельках путаются, теряются, а в столбиках не запутаетесь. Вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество, получается, столбиков у вас по итогу будет ровно столько, сколько количество воздушных петелек вы набрали. То есть в моем случае я набирала 37 воздушных петелек, значит у меня получается 37 столбиков с накидом. Легкая математика, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Так? В конце ряда я вас встречу. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки мы считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков я уже провязала. Давайте, а вы самостоятельно до конца. Угу. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд столбиками с накидом, ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь к узорчику. Для начала делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот, накид. В следующий столбик, вот верхушку следующего столбика провязываем столбик с накидом. 1. В следующий столбик, вот по порядку идем, провязываем еще один столбик с накидом. 2. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Отсчитываем, получается, 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й ныряем, провязываем столбик без накида. Есть.
Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик с накидом. 1. Накид. В следующий столбик. Столбик с накидом. 2. Теперь будьте внимательны. 2 накида. Следующий столбик провязываем столбиком с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Накид. 4 столбик. Столбик с накидом. И 5 столбик. Столбик просто с накидом. Вот. Вот такая картина должна первоначально у вас получиться. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик без накида. И дальше опять повторение. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик провязываем столбик с накидом. То есть повторяем то же самое, как мы провязывали здесь. 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с 2 накидами и опять 2 столбика с одним накидом. Итак, 1, 2. Теперь 2 накида. Так, третий у нас столбик с 2 накидами. И опять 4 и 5 столбик, столбики с одним накидом. Понятно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Давайте с вами вместе уже довяжу. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 столбика пропустили. В 4 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 столбика пропустили. В 4 провязали, получается, столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. И заканчиваем ряд столбиком с 2 накидами. Поняли? Вот в 3 петельку подъема. Все, то есть мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Не сложно? Я думаю, что не сложно, да? Идем дальше. Так, второй ряд наш. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика ныряем и провязываем столбик без накида. 2 петельки вместе. Идем по верхушкам столбиков. Следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. И в 3 столбик точно так же столбик без накида. Теперь смотрите внимательно. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И там, где у нас был столбик без накида, мы провязываем за верхушечку столбик с накидом. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на наши 5 столбиков и провязываем за верхушку каждого столбика столбик без накида. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида, 4 и 5. Несложно, да? Вот. Дальше опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И там, где у нас был столбик без накида, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся на наши 5 столбиков. И за верхушку каждого столбика провязываем столбики без накида. Поняли, да? Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите. Вот, все ровненько, аккуратненько провязали наши столбики. Идем дальше. По узорчику. Воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Смотрите, вот мы шагаем в первую арочку. Видите, до столбика с накидом. Вот в арочку нырнули и провязали 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. 3 столбика с накидом. Теперь смотрите, что мы делаем. 2 накида. Внимательно. Теперь мы должны провязать вот данный столбик. Смотрите, как захватываем. Сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Здорово, да? Идем дальше. Накид. Вот следующая арочка. Мы в нее провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот.
Видите, вот такая у нас получается картина. 3 столбика, рельефный столбик и еще 3 обычных столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь переключаемся вот на наши столбики, 5 столбиков. Берем за центральный, то есть третий столбик и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот он, тот же самый столбик без накида. Дальше идет повторение. 2 воздушные петельки. Раз, два. В первую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Далее провязываем 2 накида, захватываем столбик вот таким образом, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Провязали. И опять следующую арочку, опять 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся вот на наши столбики. И центральный столбик, то есть третий. Раз, два, три. Вот, провязываем столбиком без накида. Поняли, да? Вот. И вот так вот шагаете до конца ряда. Вот такая картина должна получиться. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали наш ряд. Все ровненько, аккуратненько. И закончили мы ряд вот столбиком без накидов. Третий получается столбик, да? Раз, два, три. Столбик без накида. Далее, смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого у нас с вами здесь получается 5 воздушных петелек. Дальше, смотрите, мы переключаемся вот на наши вот эти столбики. Так? И все столбики за верхушку провязываем столбиком без накида. Раз, столбик без накида. 2 столбик без накида, 3 столбик без накида, потом который был рельефным столбиком, да, 4 столбик без накида, 5 столбик без накида, 6 столбик без накида и 7 столбик без накида. Несложно. Опять, смотрите, делаем с вами 2 воздушные петельки. Раз, два, накид. И там, где был столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся опять на наши столбики. И все столбики провязываем столбиками без накида. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали столбиками без накида. Так, красота, красота. Идем дальше. Закончили мы ряд, получается, столбиком с накидом. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Вот сюда, вот в эту маленькую арочку делаем накид и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите, у нас здесь получается 7 столбиков. Помните, да? 3 с одной стороны, 3 с другой стороны и 1 по центру. Так вот, за центральный столбик, который без накида, беремся и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот у нас здесь с вами, смотрите, опять арочка, столбик, арочка. Вот в эту арочку маленькую мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Далее центральный столбик мы провязываем как рельефный столбик с 2 накидами. Делаем 1 накид. Раз, два. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2. Получился рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И в следующую в маленькую арочку провязываем еще просто обычные 2 столбика с накидом. Раз и 2. То есть по факту у нас здесь получается с вами 5 столбиков. Если внимательно посмотрите, 3 столбика здесь, столбик без накида, 5 столбиков. Смотрите, мы повторяем самый-самый первый ряд. Помните, мы здесь тоже делали столбик с 2 накидами, то здесь у нас он уже рельефный. Угу. Все, и дальше все то же самое. То есть опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Из 7 столбиков находите центральный, то есть 4. Раз, два, три, 4. Вот он. Провязываете столбик без накида. 3 воздушные петельки. И опять в наши маленькие 2 арочки, 2 столбика. Рельефный столбик с 2 накидами и еще 2 столбика. Поняли, да? Повторяем точь-в-точь первый ряд. Единственное, что провязываем рельефный столбик по центру. Все.
Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Так, вот, смотрите, наша красота растет. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и здесь заканчивали. Помните, да? 2 обычных столбика с накидом и потом столбик с 2 накидами. Вот в арочку 2 обычных столбика с накидом, дальше 2 накида. Помните, мы здесь сделали 3 петельки подъема. В 3-ю петельку подъема мы провязываем столбик с 2 накидами. Он у нас будет не рельефный, а обычный. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида и идем, получается, по этим столбикам. Опять столбик без накида, следующий опять столбик без накида, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и вспоминаем второй ряд, да, мы провязывали. Вот в столбик без накида провязываем столбик с накидом. Все, то есть дальше у нас идет повторение узорчика. 1, 2, 3 воздушные петельки и вот наши столбики провязываем столбиками без накида. Понятно, да? То есть сам по себе раппорт узорчика 4 ряда. Вначале у вас идут 5 столбиков, так? Потом вы их обвязываете столбиками без накида. Дальше у вас идут 7 столбиков, смещены в шахматном порядке, и вы их тоже обвязываете столбиками без накида. То есть 1, 2, 3, 4. Дальше повторяется опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Никаких особенностей нету. Я вам сюда прикладываю схемку. Те, кто умеют работать по схемкам, да, смотрите, сами себя контролируйте. Те, кто не умеет, посмотрите. Схемка, ну, наипростейшая. Вы все поймете. Мы уже все провязали, где какие столбики, где рельефные, где столбики с накидом, где без накида, где с 2 накидами. В общем, сами себя контролируйте, смотрите. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень интересный узорчик в вашу копилочку. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. На контрасте видно, да? Получается весь ажурчик, столбики, рельефные столбики. Вот, смотрите, узорчик получается за счет рельефных столбиков односторонний. Видите? То есть изнаночка ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. И в моем случае из моей пряжи вот так вот он не тянется узорчик, и вот так вот он, ну, чуть-чуть тянется. То есть пробуйте, вяжите из своей пряжи. Так, возможно, будет тянуться больше, возможно, меньше. Но в моем случае сразу видно, что это может быть что? Палантин, шарфик, да, такой зимний демисезонный. И из летних ниточек это могут быть топики, маечки. Не забываем, да, что узорчик можно поворачивать. Мы можем вот так вот поворачивать, если нам понравится. Мы можем вот так вот его разворачивать, если нам понравится, да. Маечки, топики. То есть на ваше усмотрение. Ниточки любые. Одноцветные, да, однотонные. Могут быть разноцветные, меланжевые, могут быть секционные. Вот какие угодно. Как ваша душа пожелает, да, такие у вас будут интересные ниточки и изделия. Если вы что-то либо уже вязали данным узорчиком, да, потому что узорчик не новый, то пишите в комментариях. Нам будет интересно, что вязали и какими ниточками. Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки. Ну, в общем, все как всегда, да, кто давно на канале знает. Вот, давайте замерим красоту. Итак, 37 воздушных петелек я сегодня набирала. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, мой крючок, у меня это получается, ну вот, в среднем, смотрите, 16 сантиметров. И тут очень просто, легко считается. Получается, у нас, ну, как бы вот такой вот веерочек, да, вот, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Первый наборный, 17 рядочков. Так, смотрите, 13 сантиметров. Вяжется очень и очень легко, очень просто. Опять же, пока вязала, подумала, что в столбики, да, которые вы здесь вяжете, вы же можете автоматически их увеличить. То есть, получается, там, где обычные столбики, могут быть столбики с 2 накидами. А там, где с 2, могут быть с 3. И вообще изделие провяжется быстренько. Ну и, конечно, будет более воздушное, более такое рыхлое, более нежное. Как вам данный узорчик? Надеюсь, что видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраните себе плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.